Всем привет! Вторая часть второго сезона альтернативного сюжета «Белый демон». Перед началом хочу попросить вас спуститься под видео и поставить лайк. Последние видео стали хуже продвигаться ютубом, так что каждый лайк и комментарий очень помогут в дальнейшем развитии сюжета. Назовите свои имена и цель. Вы нарушаете границы деревни Дождя. Глаза Гаару стремились к источнику голоса. Ниндзя, одетый в серые штаны с фиолетовой рубашкой. Поверх него был одет в серый бронежилет, а на лбу у спины мужчины был ободок деревни Дождя. «Отпусти нас, и вы все сможете жить», — ответил Гаара. Его голос был пустым и бесстрастным. «Вы пойдете с нами к Амикаге, и он решит, что с вами делать», — сказал первый шиноби, игнорируя слова мальчика. «О, мы можем сделать перерыв?» — застонал Наруто, притягивая к себе внимание шиноби, а какой-то невежа задыхался от его странного внешнего вида. Наруто наклонил голову к своему другу, установив с ним связь. «Мы пойдем с ними?» Гаара услышал голос Наруто в своем разуме. «Твое зрение в порядке?» — спросил красноволосый. Наруто повернул свои бледные глаза в направлении, откуда пришел шиноби, его зрение резко расширилось. «Да, намного лучше. Барьер, должно быть, упал в какой-то момент в битве с Кокуу. Тогда мы пойдем с ними. Возможно, мы сможем победить их всех, но пытаться переместить с нами раненого Пятихвостого и сбежать будет слишком много». Аналитически ответил Гаара. Наруто кивнул в согласии с анализом ситуации своего друга. «Сражаться не нужно, мы мирно придем к твоему Каге», — крикнул Наруто. Все шиноби спрыгнули на землю вокруг них, один за другим. Наруто, Гаара и маленький Гоби начали идти к деревне, скрытой в дожде. Наруто усмехнулся про себя в их комедии и ситуации. Вскоре к ним присоединились еще примерно 50 шиноби. Кабинет Амикаги был действительно впечатляющим. Элегантный металлический стол располагался напротив комнаты от раздвижных металлических дверей его кабинета. Вдоль стен было много произведений искусства, и у него было две роскошные фиолетовые кушетки в комнате. Кабинет казался темным красным и пурпурным. Постоянно падающий дождь и Мегакура постоянно стучал в окно, создавая в комнате успокаивающий шум. Каги в настоящее время был повернут в своем кресле к окну, безучастно наблюдая за тем, как дождь падает на стекло. Его разум был в другом месте. Интересно, что это был за импульс чакры? Он был похож на... Вздохнул Амикаги, обрадованный тем, что отправил 30 шиноби на разведку источника чакры в границах деревни. Облаченный Каги обернулся, когда он почувствовал, как другой человек входит в комнату. «Лорд Амикаги, сэр!» Седовласый Джоунин поприветствовал фиолетово-глазого мужчину в одежде Каги, сидевшего за столом. «Да, сообщай Визохсу», — строго сказал Амикаги. «Шиноби, которых вы послали, вернулись, сэр. Никаких жертв, и они привели 2 детей, и, сэр, Пятихвостого. В меньшем размере». Глаза Амикаги расширились при сообщении, но он почувствовал, что это еще не все. «Продолжить». Джоунин напрягся. Один из 2 детей очень странный. Мужчина слегка вздрогнул, заставив своего лидера поднять бровь. У него 2 рога, белые волосы и подстриженные брови, и, сэр, у него нет зрачков, его глаза полностью бледны. Джоунин закончил свой доклад. Амикаги соединил пальцы вместе, размышляя. «Визохсу-сан, приведи их». «Да, сэр». Джоунин исчез в порыве дыма. Амикаги повернулся к еще одному обитателю в комнате, 6-летнему аловолосому ребенку с фиолетовыми глазами, похожими на его собственные. «Накада-кун, мне придется попросить тебя покинуть мой кабинет прямо сейчас», — любезно сказала Амикаги. «Должен ли я, Нагата-сенсей?» «Ну, ты можешь остаться, но это может быть опасно. Если что-то пойдет не так, ты должен немедленно уйти через секретный выход и отправиться к Конан-чан, понимаешь?» Строго сказал Нагата, решительно кивнув двоюродному брату. Нагата понимал, что Накада хочет встретиться с этими людьми. Мгновение спустя Джоунин появился в водовороте. «Лорд Амикаги, вам придется выйти на улицу, чтобы встретиться с ними. 2 детей отказываются входить в ваш офис без Гоби, а Гоби слишком велик, чтобы войти в здание, сэр». «Понял, мы идем», — ответил Нагата, вставая и направляясь к дверям своего кабинета. За ним следовал Накада. Через пару минут Накада и его двоюродный брат вошли в одну из самых больших камер содержания в деревне. Деревня приложила много усилий для создания, и поэтому все было сделано из металла. Нагата хмыкнул, услышав, как Накада в миллионный раз пожаловался на дождь. Они свернули за угол, и Нагата увидел странное зрелище перед собой. В середине большой комнаты лежал Гоби, это Пятихвостый. Его хвосты были обернуты вокруг 2 детей, которые были близки по возрасту Накади. Один был, как описал его Джоунин. Нагата заинтриговал странный юноша в белом кимоно и зеленом поясе. Его взгляд переместился на другого мальчика, красноволосый с канзи любви на лбу. Мальчик носил одежду, напоминающую Муасуни, и большая песчаная тыква, которую он носил на спине, подтвердила его подозрения. Вокруг странных злоумышленников было около 70 шиноби. Нагата двинулся по периметру, который установили его люди, жестом приглашая Накаду остаться в стороне. «Что вы делаете в стране дождя?» Первым предположением Нагата было то, что это были только дети, но прежде он узнал, что дети могут быть смертельными противниками, если их недооценивать.
А чувство, которое он испытывал от бледного мальчика, только укрепило эту веру. «Мы не оставались здесь, только проходили мимо», – бледный мальчик ответил ему. Нагата повернулся к нему и увидел, что его глаза смотрят мимо, следя за его двоюродным братом. «Привет, Кьюби!» Нагата запнулся, сразу же посмотрев на своего двоюродного брата и увидев, что тот растерялся из-за приветствия мальчика. «Мне нужно объяснить это ему сразу после этого», – подумал Нагата. Бледноглазый мальчик перевел взгляд на Нагата. У него сложилось четкое впечатление, что мальчик смотрел сквозь него на Накаду. Бьякуган, он из Каноки? Позвольте представиться, я Белый Демон, мой друг Сэндмэн, и я полагаю, вы уже знаете, что это Гоби. Наруто указал на большую лошадь Биджу позади него, которая только продолжала внимательно смотреть на всех в комнате. «Приятно познакомиться, я Узумаки Нагата, Амикаги из деревни Дождя», – осторожно ответил Нагата. Его чувства были более сосредоточены на двух мальчиках. Он обнаружил, что у них были огромные запасы чакры. Красноволосый должен был содержать Биджу, чтобы иметь столько, и чакра Белого Демона была совершенно поразительна. Его чакра такая густая, мощная. «Ну что же ты хочешь?» Нагата привлек к себе внимание Седоволосого. Он был глубоко обеспокоен тем, как тот смотрел на Накаду. «Я хотел бы поговорить с владельцем Кьюби», – ровно ответил Наруто. Гаара встал в стороне, скрестив руки и позволяя брату справиться с этим так, как он считает нужным. Коко просто наблюдал, следя за как можно большим количеством шиноби. Ему не нравилось находиться в маленьком пространстве, но он доверял Наруто. «Почему ты хочешь это сделать?» – подозрительно спросил Нагата. «Ну, вы видите, я собираю всех Биджу как мое право», – ответил Наруто, полностью поворачиваясь к человеку перед ним. «И как ты думаешь, ты справишься с этим?» – спросил Нагата с искренним любопытством и легким недоверием. Хотя он, кажется, приручил Гоби. «Не позволяйте моим размерам удурачить вас, Амикаги. Есть веская причина, по которой я их ищу. Не так много тех, кто может остановить меня в достижении моей цели. В ближайшие годы я найду всех Биджу», – заявил Наруто. Нагата неуверенно смотрел на юношу и снова повернулся к Накаде. Кажется, Кьюби еще не проснулся. Наруто протянул руку к Накаде, который выглядел растерянным и сбитым с толку. Нагата напрягся, готовясь к какой-то атаке. «Пойдемте с нами, мы создаем место для тех, кого презирают и ненавидят. Место, где они могут жить в безопасности, любви и с теми, кто похож на них. Место, где нет осуждения», – заявил Наруто. Нагата с ужасом наблюдал, как Накада выглядел соблазненным этим предложением. «Нет, Накада останется здесь со мной, где ему и положено. Он не пойдет с тобой, и ты никуда не пойдешь. Нечасто хвостатый зверь вваливается в мою деревню, я заберу его у тебя из рук», – зарычал Нагата. Его братские инстинкты включились, когда он прыгнул между странным бледным ребенком и его двоюродным братом. «Я никому не позволю забрать Накаду у меня». С этой мыслью от его спины вырвались пурпурные цепи, угрожающе плавающие по воздуху вокруг него. Принимая это как сигнал, все Амы Шиноби достали оружие и готовились покарать детей. Они все могли чувствовать силу, которую излучал седоволосый ребенок, и его нельзя было воспринимать легкомысленно. Они также были уверены в том, что их лидер покорит Биджу, иначе тот разрушит деревню. «Брат, похоже, все пошло немного не так». Нагата наблюдал за тем, как песок бурно вырывается из тыквы Красноволосого, а затем летит по земле к стене напротив него, заставляя шиноби выпрыгнуть с дороги или быть пойманными. Седоволосый мальчик кивнул и быстро потянул руку к пустой стене. «Окинобакухацу!» Секунду спустя стена взорвалась черным и белым дымом, как будто взорвалась взрывная печать на стене. Куски сооружения пролетели через всю комнату, поднимая дымовую завесу. Нагата собирался выскочить вперед и атаковать, когда услышал стон. Повернувшись так быстро, как только он мог, он понял, что Накада был прибит большим камнем и истекал кровью. «Черт возьми!» – вскрикнул Нагата, пытаясь остановить сильное кровотечение из головы мальчика. Теперь сожалея о том, что подавил Кьюби, когда работал над печатью. Он, очевидно, что-то напутал со своей первой техникой. Нагата планировал открыть Накаде, что он содержит Кьюби через несколько дней, а затем отправиться вместе с ним, чтобы встретиться с Лисом, хотя ему придется объяснить это раньше. На дождливых улицах Амигакуры 3 тела легонько приземлились на землю. «Мой песок здесь не очень эффективен», – разочарованно зарычал Гаара. Его единственной слабостью была вода, и она покрывала все здесь. «Похоже, отсюда будет намного сложнее выбраться, чем я думал», – строго ответил Наруто. Гаара и Гоби кивнули, но прежде чем они двинулись, они оказались в окружении. Растения вырвались из-под земли и отбросили сюрикен, который летел к Наруто. Седоволосый обернулся и посмотрел на шиноби дождя, окруживших его. Его 360-градусное зрение видело Гаару рядом с ним. Стену из мокрого песка, воздвинутую перед ним, из которой торчали куна и сюрикены. Позади него он увидел, как Гоби рычит на окружающих его шиноби. Его хвосты быстро двигались, но все же не так сильно, как обычно. В общем, Наруто насчитал 80 шиноби, окруживших его, пытаясь найти решение к затруднительного положения.
Кагуя смотрела изнутри разума мальчика. Она не давала советов о том, что делать, когда впервые появились Ама Шиноби, позволяя Наруто делать свой выбор и учиться. Но теперь ее сын не знал, что делать. «Наруто, ты знаешь, как ты можешь почувствовать их чакры? Попробуй почувствовать их всех и прижаться к ним». Наруто удивился приказу его матери. «Но, мама, я не могу вырвать почти 80 чакр ниндзя за один раз», — ответил он в замешательстве. Ситуация снаружи замерла. «Нет, я хочу, чтобы ты попробовал что-то другое. Представь, что чакра физически соединяется с ними, а затем направь чакру отца в них. Это должно убить их всех», — объяснила Кагуя. Наруто кивнул. Он почувствовал одобрение плана его отцом, а также уникальную энергию, наполняющую его существо. Наруто поднял кулак над головой, завоевав внимание всех присутствующих. Направив чакру в свою руку, он направил почти 80 струн энергии, чтобы те мгновенно пролетели в воздухе и привязались к Шиноби. Прежде чем кто-либо смог отреагировать или попытаться отсоединиться от его чакральных нитей, он направил сен-чакру своего отца через связи. «Древо бога! Разрушение внутренней сущности!» — крикнул Наруто. Через долю секунды воздух наполнился криками ужасной боли. Прежде чем они жестоко замолчали, их тела начали испаряться. Гражданские жители дальше по улице стали свидетелями чего-то, чего они никогда раньше не видели. Красный дождь из испаряемых шиноби смешивался с вечно падающим дождем в деревне и падал на стены и улицу, покрывая их кровью. Только одному шиноби удалось выжить, он был исключительно талантлив в подавлении своей чакры, и Наруто не смог захватить его. Чунин смотрел на бледное рогатое лицо Наруто, его собственное лицо было совершенно белым от шока и ужаса, а тело дрожало. Бледные глаза Наруто повернулись и полностью сфокусировались на единственном, кто выжил после его резни, подсознательно заставив этого человека отступить на пару шагов назад. «Расскажи всем, что ты видел здесь», — сказал мальчик, который сделал небо красным. «Запомни мое имя, я мастер чакры, второе пришествие Древа Бога, Белый Демон». Наруто обернулся, когда его обнюхал Гоби. «У меня достаточно энергии, чтобы вынести тебя и твоего друга», — сказал Пятихвостый. Наруто кивнул. «Спасибо, после этого мы найдем место для тебя, чтобы отдохнуть и восстановить силы». Гоби присел, чтобы Наруто мог забраться на его спину. «Садись, Гаара», — сказал Наруто, помогая мальчику подняться и усадив его позади себя. «Держись, используя чакру, Наруто сама», — услышал Наруто в своем разуме. У него было достаточно времени, чтобы сообщить совет своему другу, прежде чем Гоби отскочил по улицам в быстром движении. Единственный оставшийся в живых после резни, который впоследствии будет назван по имени, с облегчением рухнул на землю. Его разум был перегружен шоком от смерти многих товарищей. Так легко, он убил их всех как мух. Мысли Чунина становились все более и более страшными, прежде чем он упал в обморок на земле. Мгновение спустя из воды появился человек с оранжевыми волосами. Конец второй части. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah,